Почему систолическое давление бывает намного выше диастолического? Такое состояние называется изолированной систолической гипертензией. В норме давление крови 120/80. Верхнее число — систолическое. Это показатель сокращения сердца. А диастолическое — это показатель фазы расслабления. Изолированная систолическая гипертензия — это когда верхний показатель превышает 130. Иногда оно бывает и гораздо выше — 160 или 180. Это самый распространенный тип гипертензии среди людей старше 65 лет, по данным клиники Мэйо. В чем же причина этого явления? Если почитать некоторые исследования, можно узнать, что это может быть из-за анемии, гипертиреоза, диабета, но вы не найдете среди причин высокий кортизол, если не поищете в других источниках. Например, вот в этой книге «Медицинский атлас» от компании Сиба, том 4, «Эндокринная система». Страница 86. И это из главы, в которой говорится о высоком уровне кортизола. Я вам прочту. Кортизол может быть причиной умеренной гипертензии, которая наиболее характерно начинается с высокого систолического давления и постепенно переходит к высокому диастолическому. Эту информацию трудно найти просто обычным поиском по высокому систолическому давлению. Но введя высокий кортизол и давление, вы получите гораздо больше информации. Но не зная об их связи, вы вряд ли даже станете это искать. Так что же такого с высоким кортизолом? Прежде всего, он вызывает значительную задержку натрия, а также создает значительное угнетение калия. Каждый раз, когда калий угнетен, одно это может привести к высокому давлению и повлиять на симпатическую нервную систему. Эта часть нервной системы как раз контролирует верхнее давление. Верхняя — симпатическая, нижняя — парасимпатическая. Вот еще одна возможная взаимосвязь. Еще высокий кортизол вызывает угнетение оксида азота. Оксид азота — натуральное вещество, производимое клетками, как вазодилатор. То, что расслабляет кровеносные сосуды, чтобы снижать кровяное давление. Да, и кортизол его угнетает. Можно также употреблять определенные продукты, которые богаты оксидом азота, например, свеклу, чеснок, мясо и темно-зеленые листовые овощи. Вот что еще можно попробовать. Начните принимать больше витамина D, как минимум 20 тысяч международных единиц витамина D. Конечно, когда вы пьете его так много, нужно также пить 200 микрограммов витамина К2. Их нужно принимать вместе. И вот еще что. Витамин D — одно из самых чудесных веществ, снижающих артериальное давление. А связь между витамином D и высоким кортизолом вот какая. У людей с высоким кортизолом почти всегда обнаруживается еще и нехватка витамина D. И когда вы принимаете витамин D, это поможет вам понизить кортизол. Вот какая между ними связь. Думаю, причина в том, что витамин D на самом деле не витамин, а гормон. И его действие на организм подобно кортизолу до определенной степени. Он избавляет от воспалений, очень помогает от аутоиммунных заболеваний и определенно помогает от гипертензии. Помимо этого, я советую начать принимать калий и потреблять больше листовой зелени, чтобы получать больше калия и оксида азота. Думаю, уже одно это вам очень поможет. Попробуйте и напишите о результатах. Хотите больше знать о том, как сделать тело здоровым? Подписывайтесь сейчас и получайте ежедневные оповещения.